Привет, я в Штутгарте, приехал на Испания-Франция. Вообще я 30 мая выехал на финал Лиги Чемпионов, а сейчас 5 июня. Как вообще меня сюда занесло? Я вчера был в Мюнхене на Германия-Португалия, и вот я еще не спал толком и приехал в Штутгарт на следующую игру. У меня на нее нет пока билетов, но я думаю, я их найду. Я еще не на такие игры находил билеты, думаю, с этим проблем не будет. Но я уверен, это будет сложный выпуск ввиду того, что я уже неделю не дома и не спал, а матч через 14 часов. В общем, непонятно, что я буду все это время делать, как я доживу до матча. Так что я думаю, можете авансом лайкнуть и подписаться, потому что это все не так легко, как кажется. Из Мюнхена меня сюда привез Фликсбас за 15 евро, но я не совсем в Штутгарте, я в аэропорту Штутгарта сейчас, это за Штутгартом. Раз уж я оказался в аэропорту, можно зайти пока туда и демонтировать вам вчерашний выпуск с Германия-Португалия. Сразу вам видеофакт, что я таки в Штутгарте. Я думаю, что пол-литра фреша за 4,50 и пара бананов — это именно то, что надо мне, чтобы выжить. Хорошо, что в аэропорту есть магазинчик. Зато если я доживу до вечера, как же это будет обалденно. Представьте, полуфинал Лиги Наций Испания-Франция. Я уже был на полуфинале Евро на Альянс-арене в Мюнхене. Там тоже была Испания-Франция, это был топовый матч. Вначале испанцы пропустили, потом сделали камбэк 2-1. Ямаль забил просто супер гол. Сегодня тоже, по идее, будет Ямаль. Куча звезд в Испании, куча французских звезд. Парни, которые выиграли Лигу Чемпионов несколько дней назад в Мюнхене. В общем, уровень матча будет невероятный. Плюс я наконец-то посещу свой 93-й стадион. Потому что все, что вы видели в основном до этого, это стадионы, на которых я уже много раз был. А вот в Штутгарте на стадионе я не был. Возле был, на не был. И 93-й будет посещен. Моя база на ближайшие часы. Тут и видео можно демонтировать, и поспать, если что. Это аэропорт, тут безопасно. Ну и главное, что есть детская площадка. Я точно не соскучусь, можно поиграться. Решил сильно не экспериментировать, не ждать вот эти вот колебания на бирже. Взял себе билет второй категории за 104 евро на матч у перекупщиков. Час дня, я так и не поспал, но зато смонтировал уже выпуск из Мюнхена. Все сделано, загружено, описание описаны, тайм-коды сделаны, переводы, субтитры. Ну, в общем, грузить видео на YouTube не так легко, как кажется, но все для вас. Не забудьте лайкать и подписываться. Я то ли как бомж, то ли как Том Хэнкс в фильме «Терминал». Вот у меня же в Мюнхене кроссовки промокли очень сильные, вот до сих пор сушу. Это нормально так в аэропорту тусоваться? Чувствую себя как дома, но зато зарядочка есть, даже Wi-Fi есть. Отличные условия. В общем-то, отдохнуть нормально не удалось. Я даже побывал в полиции. Но ничего серьезного, это была случайная проверка. И они обнаружили, что меня ищет полиция вообще другой страны. Мы пошли разобраться, что к чему, а оказывается, просто полиция другой страны хочет послать мне письмо. У них нет моего адреса, и я просто должен был сказать свой домашний адрес. Ну, типа, все нормально, но релаксивной обстановке это помешало. Так что я не поспал, но я бывало и по 2 суток не спал. Так что отправляемся в центр Штутгарта, 5 часов до матча, чуть-чуть погуляем, посмотрим, что там происходит. Уезжать буду на U-Bahn, так метро называют. В билете на футбол написано, что проезд на общественном транспорте в день матча бесплатный. Приехал в центр Штутгарта, пока имеем фаната сборной Франции. Исторический музей. Вот такой достаточно сомнительный. Новая застройка. Пока непонятно, что тут в центре делать. Может, что-то найдем. Я вообще изначально поставил наводку на Ратхаус, ну это ратуша, как я понимаю, обычно там самое интересное в городе, но вот оно там слева. Что-то не могу сказать, что оно выглядит заманчиво, но пойдем посмотрим на рыночную площадь, сейчас подойду. Если бы я любил пиво, все было бы проще. Я зашел бы просто в Beer Garden, это, как я понимаю, пивной сад, и провел бы там время до самого матча и получал бы массу удовольствия. Ну, сейчас зайдем, посмотрим. Вот он, пивной сад. Берете себе по бокальчику, сидите, расслабляетесь, получаете удовольствие. Но не мой формат отдыха. Город с какими-то холмиками. Там, наверное, элита живет в частных домах сверху. Мы углубляемся в центральные кварталы.
И пока выглядит достаточно уютно, современно, но интересно. Как понять, что в городе водятся деньги, бутики в наличии? Ну, что Штутгарт богатый город, это для нас не секрет. Тут производят Mercedes и Porsche. Ну и не только. Это то, о чем мы знаем. А сколько еще промышленности, которая не на слуху. Рыночная площадь. Ну, обычно это сердце города. Но вот такое оно современное немецкое у Штутгарта сердце. И есть напоминание о том, что тут происходят финалы Лиги наций. Но об этом напоминает только баннер. Вот, знаете, нет вот этой большой футбольной атмосферы. Где фанаты, я пока понять не могу. Время перекусить, система простая. Просто в Google Maps нахожу ресторан какой-то азиатской еды с высоким рейтингом. И такая система обычно не подводит. Вот сегодня у вьетнамцев поедим. Вот одинокие фанаты бродят, но где сбор непонятно. Рис с овощами 7,50. Было вкусно, но снова нельзя рассчитаться картой. В Италии в любом фургончике на колесах можно рассчитаться картой. Даже у индусов, которые ходят по улице, что-то продают, можно. А тут стационарное кафе и расчет только наличными. Понятно, что есть какие-то места сбора фанатов. Я даже выяснил, где они, если они еще не разъехались. Так что сейчас отправимся туда. Собор Штутгарта. Ну, выглядит солидно. Там часики сверху. Время бесценно. И опять эти эротические сцены в общественных местах. Это похоже на одну из главных прогулочных улиц Штутгарта. Ну, обычно, где Макдональдс, там и главная улица. Это такое правило. А вот и зона с предматчевыми активностями Лиги наций. Как я понимаю, это зона для испанцев скорее. Французы вроде где-то в стороне припрятаны. Но я сегодня за испанцев. Я с испанцами был на финале Евро. Они тогда выиграли. Был замечательный матч. Так что посмотрим. Ну, испанцы повеселее, мне кажется. И вообще мне Испания больше нравится. Так что мы сегодня с испанцами. Вот это все очередь, чтобы сфотографироваться, собственно, с Кубком Лиги наций. Я уже, кстати, был на финале Лиги наций. Он был в Милане на Сан-Сиро. Кстати, по-моему, тоже Франция и Испания играли. Видите, как часто у меня Франция и Испания. Ну, самые сильные сборные, по сути, сейчас. Это, видимо, один из Роналдо со вчерашнего видео. Сегодня доехал до Штутгарта, как и я. Тут происходит серьезная битва 2 на 2. О, девочка неплохо справляется с настольным футболом. Но в целом, посмотрите, какой классный сегодня вид на Штутгарт. Вот если смотреть туда вдаль, фанаты сборной Испании, старая архитектура, атмосферно. Вот вам трофей Лиги наций, чтобы вы прям детали могли рассмотреть. Такое, ну, интересно достаточно. Вот такой дракон с нами сегодня. Вот парень подготовился. Тут, видите, 1 на 1 борьба с маленькими воротами, но что-то Ямаль тут пока сегодня проигрывает Педри. Вот прибыла с песнями и плясками еще какая-то группа поддержки испанцев. Тренд пошедший еще, кажется, с Евро. И тут раньше они кухни сравнивали, а сейчас они пошли сравнивать, что испанское вино лучше, чем французское. Ну и быки, мне кажется, помощнее, чем петушки вот эти французские. Ну, знаете, я с детства итальянец, я как-то французов, может, недолюбливаю. Ну так, ничего личного, чисто не объективно. Со спины, например, Гризмана вот вообще не узнать. Смотрите, какие изящные дамы прибыли из Испании. Вот так вот. Главное не уронить. Главное, чтобы полотно не порвалось. Это травмоопасно может быть. Такая немалого вообще не жалею. А вот это у них на баннере, если что, это вот известный фанат сборной Испании. С барабаном он постоянно путешествовал и посещал кучу матчей. У него, по-моему, свой бар, по-моему, в Валенсии. Ну, инфа не сотка. Ну, это он. Фанаты брендировали себе пивнушку. Мне бы попить, но тут прям рядом с площадью есть торговый центр. Так что я думаю, мы этот вопрос сейчас решим. Кстати, благодаря ему я эту площадь нашел. Я в сторис нашел у людей видео с собрания, увидел Media World и по нему понял, где это находится. Через Google Maps.
талант. А сторис людей я нашел по геолокации Штутгарт. А потом вы меня спрашиваете, как я нахожу все эти фанатские тусовки. Я детектив, сыщик. За 6,50 мне сделали авторское смузи в таком специализированном месте. Тут тоже протесты за мир против НАТО. Видите, вот это тренд в целом по Германии. И в Мюнхене мы видели. Вот такая вот картинка. Это голубь мира. Вот эта девушка, которая с голубем мира, сказала, мы имеем право на наше изображение. Объясни, пожалуйста, для чего ты снимаешь, потому что много странных людей нас снимают, с нами борются. Я ей объяснил, что все хорошо, что я за мир. Ничего плохого против них не имею. Это их позиция. Я уважаю Германию за то, что она дает возможность разным людям высказывать их позицию. Это новый дворец. Ну, видимо, где-то есть и старый, но это говорит о том, что Штутгарт, в принципе, давно богатая земля. Видимо, дракон возглавит сейчас все это движение. Но мы, наверное, какой-то колонной на стадион двинемся, но это не точно. Тот самый гол Ямаля, который я видел в Мюнхене на полуфинале Евро. Был тогда, есть выпуск. Кубок уехал на стадион. Ну, значит, и мы скоро будем двигаться туда. Вот этот барабанщик, это барабанщик, который у меня был во многих выпусках на Евро. Ну и вообще я уверен, что если сравнить лица с теми, кто был на Евро, то вы увидите много совпадений. Лысый, поняли вот это? Хоровод понесся. Причем размеры хоровода все растут и растут. И дракон даже в хороводе. Что-то не могу пока понять, мы будем все организованно двигаться на стадион или нет, каждый сам по себе, так что пойду пока прогуляюсь чуть-чуть, но буду держать их в поле зрения. Королевские фонтаны, раньше для королей, теперь для вас. Но на самом деле каждый из нас король, король своей жизни. Просто видел по карте, что тут что-то интересное, хотел подойти, снять королевские пруды. Вот тут справа Королевский дворец, тут молодежь отдыхает. В общем, в Штутгарте есть чем заняться. Час 47 до матча, но что-то не спешат на стадион выдвигаться. Может, они, как я, на финал Лиги Чемпионов, просто приехали на площади потусоваться. Ладно, тут побыли, поеду к стадиону, посмотрю, что там происходит. Больше времени лучше там проведу. Что тут непонятно, будут они ехать или не будут они ехать. Ну, людей много вроде как, но время уже такое, что пора на стадион двигаться. На метрошке на стадион. Такие желтые старички. Он уже полненький. Французы его оккупировали раньше. В этот просто не пускают, банально не помещаемся. Но если бы люди нормально заполняли пространство, то это было бы эффективнее. Вот еще человек 5 влезет. Ну что вот этот мужик взял и стал, и не зашел до конца? И так часто. Но кто ждет, тот в награду получает пустой, свеженький вагон. Надо уметь подождать свое метро. И не только метро, в жизни надо уметь ждать. Под французские песни прибыли под стадион. Тут рядом со стадионом Штутгарта есть Porsche Арена. Вообще в 2012 я уже был в Штутгарте. И был в музее Мерседеса, был в музее Porsche. И даже проходил мимо этого стадиона, потому что музей Мерседеса тут находится совсем рядом. Тут тоже сегодня перекупщики ищут билеты. Как я понимаю, это испанская сторона. Но мне, к сожалению, перекупщики вроде продали на французской. Ну, посмотрим, там, если что, разрулим. Это, как я понимаю, офисная часть. Это еще не сам стадион. Вообще, стадион принадлежит клубу Штутгарт. Штутгарт какое-то время и в серии
ну, во второй Бундеслиге был. Вообще клуб в 1893 году основан, то есть ему лет, вы понимаете, традиций. Но последние годы, в принципе, он поднялся из второй Бундеслиги и играл в Лиге Чемпионов в этом году и выиграл Кубок Германии, будет сражаться за Суперкубок Германии. В общем, Штутгарт сейчас в порядке, учитывая, что еще несколько сезонов назад он был во второй Бундеслиге. Вот такая вот красивая французско-испанская дружба. А вот это типичные французы в этих беретиках. С учетом того, что это родина Mercedes-Benz. И стадион, собственно, до 30 лет должен был называться Mercedes-Benz Arena, но что-то пошло не так, он какое-то время назывался. Сейчас MHP Arena, а тут до сих пор много упоминаний Мерседеса. Это все очередь за дёнером, кебабом за 9 евро. Тут и французы, и испанцы, знаете, кебабу все нации покорны. А вот какие идут, да? Опасные французы. И их друзья подтянулись. Если бы я тут оказался без билета, я хоть матч бы в нормальном месте посмотрел. Хорошо, когда возле стадиона есть места, где можно смотреть футбол нормально. Не все же попадают внутрь, как показал финал Лиги Чемпионов. Пивасик по 5 евро, можно быстро взять. Виднеется стадион Штутгарта и моя Геген-трибуна. Напоминаю, взял за 104 евро билет, но номинал там 60, вторая категория, а сейчас за 110 уже есть первая, но я с билетом, но я бы лучше за 110 первую взял. Я иду с рюкзаком больше положенного размера, по идее. Возможно, это ошибка стоять сейчас, вот эта очередь, и меня там завернут. Ну а может пройдет, я вчера в Мюнхене прошел с ним. Ну посмотрим, время есть, можно рискнуть. Неохота сдавать, потому что я после матча спешить, скорее всего, буду. Заскочил с рюкзаком. Главное уметь разговаривать с людьми, объяснить им, что и как, что там ничего запрещенного, что он маленький. Билет пока нигде не смотрели, только тут через турникет его просканирую, и не очень много стюартов. Знаете, я после финала Лиги Чемпионов постоянно думаю, а смог ли я попасть без билета сюда? Ну, мне кажется, тут бы я без билета смог бы зайти, если надо было бы. Ну, я, конечно, предпочитаю купить билет, но просто, вы понимаете, бывают ситуации, когда купить практически нереально. Я внутри, МХП-арена, Штутгарт. Официально мой 93-й стадион. 60,5 тысяч зрителей тут. Ну и наконец-то новый стадиончик, потому что я все по кругу, да по кругу, там где уже был. И, ну, это одна из мотиваций была, чтобы посетить 93-й стадион. Ну, из топовых, понимаете, по сельским я могу и по району покататься. А вот топовые новые находить, когда у тебя к сотне близится, уже не так легко. Тут и матчи Евро проходили. Я на Евро посетил все стадионы, кроме 3. Штутгарт, вот мы сейчас исправили, Лейпциг и Франкфурт. Так, у меня какой-то привилегированный вход, сюда еще дополнительно проверяют билеты. И я иду наверх. Вот видите, какие очереди, посмотрим, что у меня там. У нас тут вид неплохой сверху открывается. Такая, видите, холмистая Германия. Дали поселок с традиционными крышами вот такими. Все как одна. Никакой самодеятельности. А тут, как я понимаю, что-то делают для Мерседеса, судя по эмблеме. Прямо возле стадиона. Цены на продукты на финал. Заходим на стадион Штутгарта. Впервые для меня, что происходит нечасто на нашем канале. Ну, такой интересный, футбольный. Когда-то он был с дорожками, но потом его перестроили. Он вообще 1933-го изначально. Ну, понятно, реконструкция где-то в 2006 была. Вот это вот у девушки под ногой, мое официальное место. Ну, лень туда сейчас идти. В принципе, вид один и тот же. Место, которое официально стоит 60 евро, мне досталось за 104 евро от перекупщика. Вот это, если что, те самые хот-доги за 6 евро. Давайте шутки про того самого вегетарианца, который на каждом матче ест мясо. Вот этот набор хот-дог плюс вода 12,50. Вот с таким шикарным видом. Но если я стаканчик от воды верну, мне вернут 2 евро. На евро люди вот так вот по 50 стаканов собирали и сдавали. И отбивали некоторые билеты номинальные. Но, понимаете, мне бы выжить вот в этих всех выездах. Я так себя утомленно чувствую. Ну и тут выбора нет. Тут как бы нет другой еды. Смотрите, кто у нас тут сегодня. Тео Эрнандес из Милана. Ну, игрок сборной Франции.
И Тюрам из Интера играет за сборную Франции. Ну, правда, не в старте сегодня. Но это, похоже, тут представитель гордого грузинского народа оказался на матче. Человек в футболке сборной Румынии. Я, кстати, планирую 10 числа на домашний матч сборной Румынии сгонять. Испанцы пока активнее готовятся к матчу. Теперь включили что-то французское, флажками замахали там. Начинаем церемонию открытия матча. Закрутилась, завертелась Лига наций. Почти как Лига чемпионов все трясется. Игроки выходят на поле. Играет гимн Франции. Теперь играет гимн Испании. Смотрите, у французов Маньян из Милана, Калулу из Ювентуса, Тео из Милана. В общем, защита такая миланская. Плюс Павар из Интера на скамейке, Тюрам из Интера на скамейке и Колумони из Ювентуса на скамейке. В общем, Франция близка к серии А. Ну, а у испанцев вроде никого из серии А. В старте так точно. Мбаппе начал матч. В заявке сегодня 6 игроков ПСЖ, действующих победителей Лиги Чемпионов. Но 5 из них, понятно, у французов, 2 из них в старте. Испанцы кричат Кукурелья. Это как Марадона, только в защите, понимаете? У него рука на Евро, это совсем не рука. Вон он, победитель, бегает волосатый. Смешно, что как только мяч оказывается у Кукурельи, французская часть стадиона начинает свистеть, потому что это самая легендарная рука Кукурельи была как раз в том самом полуфинале против Франции. А потом, когда перестают свистеть французы, испанцы начинают кричать «Кукурелья, Кукурелья», поддерживать его. Есть первый гол от Испании. Ника Вильямс. Ну, почти как в финале Евро. Испания ведет. Забил Ника Вильямс, а скандирует все Кукурелью. А вот сразу же 2-0. Ну, Испания сегодня в ударе. Михаил Мерино делает счет 2-0. Обратил внимание, посмотрите, сколько стюардов и как плотно охраняют фанку Испании. Сейчас посмотрите, какие реденькие ряды охраняют французов. Ну, видимо, от испанцев больше шансов что-то получить неожиданного. На перерыв идем со счетом 0-2 в пользу Испании. В воротах французов был и третий, но, правда, после офсайда. Это, кстати, мой уже 10-й матч в сборной Испании. Футболоджи мне все считает. Вот сразу видите, 10 Испания, но это в честь меня у него футболка. Начали второй тайм, там Маньян мотается у себя в штрафной. Так что сейчас будет доказан, возможно, а может и нет, видите, сошло. Как обычно, ВАР замес, там впереди какого-то француза рубанули, потом Ямаль прорывался, пока поставили пенальти, но смотрят. Ну, слушайте, радует, что малыша Ямаля не только деды из Интера не могут остановить, а и вся сборная Франции. Вот сидим, ждем ВАР. Реалии современного футбола. Вы можете полматча просидеть и прождать решение ВАРа. Да, будет пенальти. Решение в селе. Ну, 3-0, почему бы нет? Я говорил, сборная Испании импонирует. Бить будет Ямаль. Как я понимаю, не штатный пенальтист, но сам заработал, сам забил. Всех порадовал. Почему бы нет? При 2-0 можно позволить. В пользу Испании. Ну что, хороша команда.
О, тут уже и 4-0 буквально через минуту. Вы не устали смотреть на голы от Испании? Не, ну у меня тут нормально, если что. За вас волнуюсь, не сильно ли нудно, там уже 4-0. Ну, вы и без диктора, да, понимаете, кто забил? Ну что, да, вначале говорит Педро Гонсалес, все кричат Педри, и он в конце все-таки сказал Педри. 4-0. Ну давайте на 5-0 надо. Вот 5-0 вот было бы неплохо. 5-0 это просто сейчас трендовый счет. Кто бы не забивал, все равно укурели. А вот и пенальти в ворота Испании подъехал. Ну, разница между событиями минута-две, вы понимаете, да, какой тут просто плотнейший экшен несется. Тут Мбаппе сейчас будет реализовывать. И он реализовал. Но как-то при 4-1 что-то не очень французы, я думаю, могут радоваться. Фанатка сборной Франции меня тут затесалась. Ну, хоть ребенок порадуется, что Мбаппе забил. Я мальчик, забивает даты. Такой легко забил, чтобы мало не показалось. Просто практически сам все сделал парниша. Какой-то просто космонавт. Опять 5-1, не 5-0, конечно, но что-то близко. 5-2. Ну, тут хоккей какой-то, понимаете, по счету. 5-3. Ну, это какой-то неудержимый футбол. 5-4. Ну, я не знаю, мне кажется, что 9 голов за мои почти 800 матчей, по-моему, ну, я уже видел 9, там, 7-2, но больше 9 я еще ни разу не видел. И 9, ну, это я думаю, что в топе. Знаете, еще камбэкнет сейчас. Забил Коломуани, игрок Ювентуса, вышедший на замену. Какой-то ненормальный выбежал на поле. Ну, вы видите, да, что у него за флаг? Я не удивлен. 5-4, хоккейный матч закончен, буллетов не будет. Вот тут вот липчик какой-то за стеклом, видимо, хотя, может, это журналистская часть. Игроком матча стал Ламин Ямаль, что совсем не удивительно. И нет времени на послематчевые какие-то нежности, потому что я сейчас буду уезжать непонятно откуда совсем. А хочется все-таки вернуться сегодня в Милан, так что надо бежать. Сейчас 11:20, а в 1:20 уезжает мой Фликсбас. Но проблема в том, что он уезжает не со Штутгарта, а вообще с какого-то поселка под Штутгартом, куда непонятно как добираться. Еще и после футбола все идут пешком, потому что, как обычно, все станции закрыты. В общем, не знаю, успею ли я в Милан, но хотелось бы успеть, потому что вы помните, да, я сегодня не спал, например. Тут прям коллекцию шарфов уже возле станции электрички встретил. Просто выбирайте любой, какой хотите. Ну, вроде пока двигаюсь в графике, но вот что это за станция? Плохой кто-то? Ждем электричку до главного вокзала. Штутгартская электричка. S-Bahn. Обалденно, даже сидеть буду. И заходишь, а тут тебя уже Мерседес ждет. Зачем тебе эта электричка? И сразу четко успел на пересадку. Примчался в какой-то Корн, Вестхейм, и, судя по этой табличке, не зря попал куда надо. Примчался я с перепугу за 1:40 до автобуса, но после футбола иногда можно и на час-другой встрять после стадиона, поэтому лучше так, чем если бы я опоздал на этот автобус. То еще есть время перекусить, ну, это как мы в Германии, конечно, это будет национальная немецкая еда, дёнер. Начать простой, вижу дёнер с рейтингом 4,6, захожу и ем. 7 евро вышел такой вегетарианский донер и Саския.
На самом деле ехать в Милан это было для меня тяжелым решением, которое я принял только сегодня, сидя уставшим в аэропорту. У меня был вариант поехать в Пльзень, там завтра играет сборная Чехии, оттуда поехать в Вену, там послезавтра играет сборная Австрии. Это было очень заманчиво, но я вот уставший в аэропорту сегодня дал слабину, испугался, что вдруг билеты в Милан разберут, и в Пльзень у меня не будет сил ехать, и я купил себе билет в Милан. Но вот вы знаете, если бы я решал сейчас, то, возможно, я бы выбрал ехать в Пльзень, провести ночь в автобусе и завтра снова погрузиться в мир футбола. Я в Пльзене еще не был, это был бы мой 94-й стадион, в Вене был бы 95-й стадион. Так я просто поеду в Милан. Ну, чуть-чуть отдохну, ну и плюс у меня еще впереди меня ждет 2 матча. Сборная Италии и сборная Румынии в Румынии. Это будет мой новый. Я был в Бухаресте уже на 2 стадионах, но на национальном не был. А потом у меня вообще насыщенная программа, и поэтому я решил, что может все-таки надо поехать в Милан, чуть-чуть передохнуть, вещей подкупить, переодеться, рюкзак поменять, такая, знаете, постричься. В общем, хозяйственная деятельность в Милане. Но Пльзень, конечно, манила. Вообще, я не фанат сладкого, но когда ты непонятно какой день, непонятно где шатаешься, не спишь, не ешь, ну вот такой наборчик, в принципе, можно себе позволить. 3,50. Этот фликсбас за 8 часов и 60 евро отвезет меня в Милан. Купил билеты вот сегодня за 60 евро. По дороге буду монтировать вам видео, может даже посплю. Я в Милане, сейчас немного отдохну, и нас ждут новые футбольные приключения. В планах Италия, Молдавия, Румыния, Кипр. Это как минимум. Ну, может, еще до этого что-то придумаю. Так что лайкаем и подписываемся. До новых встреч!